Добрый день всем! Сегодня я покажу вам мастер-класс по плетению сережек в технике фриволите анкарс. Плести свою работу я буду из капроновых нитей в 2 сложения, так как они у меня очень тонкие. Также для работы нам потребуются бусины различного диаметра, как обычный бисер, так и более крупные бусины. Ну что же, давайте приступим. Для начала мы сплетем первый элемент наших сережек по схеме, состоящих из колец и дуг. Я заранее намотала разного цвета нитки на челноки. Вначале связываем нитку между собой и прячем хвостики в процессе плетения. Хочу также заметить, что кольца я буду плести темно-коричневыми нитками, а дуги более светлыми. Напоминаю, что хвостики ниток следует прятать под 3, а лучше 4 узла. После того, как вы сплели первое кольцо 8 пико 8, нужно перевернуть работу для того, чтобы цвет дуги стал светло-коричневым. Первый элемент наших сережек готов. Теперь мы можем отложить его в сторону. Он нам пока что не понадобится. Плетем второй элемент по схеме. Обратите внимание, что во втором кольце мы будем вплетать 6 бисеринок. Для этого на челнок с намотанными светлыми нитками мы должны заранее надеть 6 бисеринок. Весь элемент мы сплетем одним челноком. В начале первые 3 колечка это трехлистник, а остальные 2 это отдельные кольца, не соединенные между собой. Первое колечко я уже сплела. Теперь мы будем плести кольцо с использованием бисера. Плетем 8 узлов. Присоединяем работу к предыдущему кольцу и с ведущей нитки подгоняем и вплетаем бисер через один узел. Вот такой трехлистник должен получиться в конце. Теперь нам осталось сплести 2 отдельных кольца без присоединения. После того, как мы доплели наш элемент, мы должны кончик нитки подцепить за наше первое кольцо, для того, чтобы мотив был завершенным. Третий элемент также плетется без использования бисера, одним челноком. Прошу обратить внимание, там, где в схеме стоят точки над пико, будет выполняться соединение с предыдущим кольцом. Плетем мотив из темно-коричневых ниток. Хочу показать вам этапы плетения. Не стала показывать весь процесс, для того, чтобы не перегружать видео. После того, как работа над данным элементом будет закончена, вы можете отложить его в сторону. Начинаем плести следующий элемент. Схема для плетения будет вот такой. В центральном кольце мы должны вплести 5 бисеринок. Для этого я буду использовать обычный чешский бисер, заранее надев его на челнок с темно-коричневыми нитками. Весь элемент представляет из себя пятилистник. Но не забывайте, что в среднем кольце мы должны вплести 5 бисеринок. Центральное кольцо мы сплетем по схеме 3 пико, 3 пико 4. Для начала мы должны перевернуть нашу работу наизнанку. Начинаем плести 3 узла. После того, как вы сплели, мы должны соединить наше колечко к основанию центрального кольца. Далее плетем 3 узла
и присоединяемся к боковому кольцу 4 пико 10. Мы должны доплести нашу работу и затянуть кольцо. Ну что же, теперь мы приступаем к самому интересному, это сборке отдельных мотивов нашей сережки. Вначале мы должны взять второй и третий элемент. Продеваем колечки вот таким образом. Теперь центральные кольца будут лежать сверху, как с изнанки, так и с лицевой стороны. Теперь мы должны взять первый элемент и наложить его с задней стороны. Дуги мы должны продеть в боковые колечки. То же самое делаем и с другой стороны. После этого берем элемент номер 4 и просто подкладываем его. Берем дуги и продеваем их сквозь боковые кольца четвертого элемента, тем самым фиксируя его положение. Наша сборка завершена, и теперь мы начнем расшивку нашего изделия. Для начала мы должны зафиксировать центральное кольцо. Для этого нам нужно выйти иглой в основании центрального колечка с бисером. Далее проходим иглой через пико. Возвращаемся назад. Переворачиваем работу наизнанку. Здесь мы должны зафиксировать наши колечки от дуги. Для этого за пико пришиваем их друг к другу, а затем сшиваем их в основание кольца. Теперь нам нужно расшить центральное кольцо. Надеваем на иголку подходящую бусинку и вшиваем ее. Иглой при этом мы должны выйти наизнанку. Укладываем бусинку и подтягиваем нитку. Возвращаемся иглой на лицевую сторону через основание светло-коричневого кольца. Теперь приступаем к расшивке верхнего центрального кольца. Надеваем бусинки и вшиваем их в колечко за пико. Возвращаемся обратно через бусинки. И снова иглой мы должны уйти на изнанку. Нам осталось вшить бусины по бокам. Для этого аккуратно пряча нитку за дуги и кольца, проходим иглой в соединительное пико. Надеваем бусину и пришиваем ее. То же самое повторяем и с другой стороны.
Теперь нам осталось только вшить наш кончик нитки. Ну что же, работа над нашими серьгами закончена. Вот такие серьги у нас получились. Вот это лицевая сторона, а вот это изнанка. Если вам понравился мой мастер-класс, то ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал. До новых встреч!